Всем привет. Сегодня посмотрим, кто твоя родственная душа. И давайте в долгие ящики, я думаю, откладывать не будем. Сразу начнем наш расклад. Единички. Кто эта родственная душа и как она выглядит в твоей судьбе? У нас первый вопрос, и тут даже трактовать не нужно. Потому что это тот самый зануда с работы, который вечно несет на себе все, как вот этот, как осел. Ну, не в плане это, как вот вьючное животное. И при этом он считает своим долгом учить тебя жизни. То есть этот мужчина, он классический такой «я же наставник». Вот примерно вот так. Он завален своими обязанностями, но он все равно впивается в тебя советами, как будто ты — это его личный проект. Вот ты сидишь там, пытаешься там разгрести свои задачи на работе, а он уже, как говорится, тут как тут. Каменное лицо, набор правил, и вот это вот как правильно работать, как жить правильно. И он не просто вот коллега, он, знаешь, он человек, который давит тебя своим авторитетом, понимаешь? И его миссия — показать тебе, что ты все делаешь не по системе. И хочет перекроить все под свои шаблоны. И он, знаешь, он выглядит как вот вечно ноет, который про ответственность, но сам взорвается в делах души и даже не видит, что его методы, они тормозят всех вокруг. И у вас не случайное знакомство, нет. Судьба, она специально подкинет тебе вот этого, как сказать, гуру-самозванца, чтобы ты научилась отбиваться от ненужного давления. То есть готовься к тому, что он будет постоянно лезть в твои дела, типа «я лучше знаю, как надо». Понимаешь? А ты будешь мечтать запихнуть ему его вот этот 10-й жезл куда подальше и куда поглубже. Но именно через вот этот конфликт ты поймешь, что там, где границы нужно ставить, когда говорить «иди от меня подальше» и так далее. То есть не всегда родственная душа приходит к нам, чтобы мы там за них замуж и женились на них. Нет, в твоем случае это урок. Как вы встретитесь и что станет знаком этой связи судьбоносной? Ну, знаешь, формат такой будет, что лбами на работе столкнетесь, когда оба устанете вот от этого болота рабочего. Ты будешь сидеть с видом вот этого овоща, пялиться в экран и думать, ну когда же там конец рабочего дня? А он приползет к тебе с очередным якобы гениальным планом, который только добавит тебе работы. А знаком станет тот момент, когда вот вас запихнут в один проект. И ты просто увидишь, что вот этот упырь, оказывается, не только учить может, да, но и пахать, как сивка без бурки. Вы оба замрете над какой-то задачей, понимаешь? И просто поймете, что если объединить вот этот вот твой подход и его маниакальное стремление к совершенству, то можете вы вот, как сказать, выдать офигенный результат. Вот примерно так. А знак — это когда начальник похвалит вас, и ты просто осознаешь, что вот этот зануда, вот эта его педантичность, как сказать, связала вас. Вот вас свяжут не цветочки и конфетки, нет, а общий пот и общий мат. Понимаешь? Это будет не романтичное, там, о, мы друг друга нашли, давайте жениться. Нет, это скорее будет, знаешь, вот, как мы друг друга до сих пор терпим. Но все-таки он, ну или она, молодец. Вот примерно вот так. Что вас ждет вместе и какой урок принесет эта связь? Ну, знаешь, у вас
взаимоотношения — это как лед и огонь. То есть она, ну, вот эта родственная душа, резать правду матку будет без, как говорится, без этого, без анестезии. И попытается, как сказать, навязать тебе свое. А ты просто вот поймешь, что вот, как сказать, вот глаза, когда открываются, ты инсайт словишь, что вместе вы очень много можете сделать, но вы очень сильно не похожи друг на друга, как лед и огонь. Понимаешь? То есть вы вместе, как кошка с собакой, но именно вот эта дикость, она искорку даст. А урок в том будет, что тебе придется научиться не просто орать или плакать, да, а сочетать несочетаемое и впихнуть невпихуемое. То есть сочетать мозги и эмоции. И он тебя научит, знаешь, не вестись на пустые обещания и хвостиком вилять. Он покажет, что иногда надо вот просто заткнуться и послушать. Понимаешь? Даже если ты считаешь, как говорится, этого человека идиотом. Ждать вас будут, конечно, ссоры. Потому что вот эта родственная душа, как сказать, будет тебя вот, как мягко сказать слово стерва, не знаю. Но он про тебя будет говорить, что ты стерва, а ты его будешь называть тряпкой. Может быть, только в голове, только у друг друга. Но в итоге ты вынесешь главное, что вот правда без такта — это травма, а доброта без границ — это слабость. И ты либо научишься с этой родственной душой жесткости, но не ранить почем зря. Или ты станешь слюняво, розово-сопливой, но не будешь давать себя использовать. Тут не про любовь и дружбу, нет. Это, знаешь, это про то, как вот перестать быть тряпкой и не превратиться в циника. А вам вместе придется либо сгореть, либо выковывать друг другу яйца стальные. Тут все очень сложно, потому что тут нет любви. Тут уроки. То есть родственная душа пришла преподать тебе урок, который ты должна пройти. Тут вот так вот все сложно, запутано, но мне кажется, ты уже знаешь, кто это. Итак, давайте перейдем ко второму варианту. А у двоечек даже трактовать не нужно. Первый вопрос, кто эта родственная душа, и тут даже по картам, по картинкам понятно. Это твоя самая лучшая подруга, которая вот, как сказать, может к тебе прийти, в холодильник залезть, да, там, чего у нас вкусненького сегодня. То есть это подруга, которая без звонка может прийти. И ты не злишься, потому что ей можно все. Это, знаешь, это вот не та подруга, с кем ты губы мажешь перед выходом на улицу, а вот та, перед кем ты, как говорится, соплями розовыми рыдаешь, и она тебя поддерживает. То есть это лучшая подруга. И знаешь, вы с ней как два кусочка одного пазла. Отдельно просто картинки яркие, да, а вместе это полная жопа, но своя жопа. И она не гладит тебя по головке, нет, она подзатыльник дать может, да, заставит убираться, так скажем. Но вот если кто-то посторонний тебя, как говорится, словом тронет, она, как говорится, выйдет на войну с вилкой в руке. Это не про вот это вот девочки, давайте сфоткаемся, я вас люблю, сю-сю-пусю. Нет. Это про то, что вот подруга, которая тебя за макушку вытащит, если ты в дерьме утонешь, извини меня за выражение. Понимаешь? Она как тень.
Иногда надоедает, но без нее ты чувствуешь себя голой. Вот это твоя родственная душа. Да, тут тоже не про любовь. Как вы встретитесь или встретились уже? Ну, тут даже, опять же, так трактовать не нужно. Это вот, когда ты сидишь в своей конуре после очередного жизненного пипеца, да? Месяц голову не мыла, 3 дня дошираки ешь. И мысль такая: все, я ухожу от этого мира, я закроюсь у себя в 4 стенах, и вот это все тебе кажется гениальными мыслями. И вот в этот момент вот эта психованная женщина ворвется в твою жизнь. Либо ты на нее наткнешься в магазине, либо она, как сказать, тебя встретит вот в парке, где ты тупо пялишься, вот в повешенном, когда ты находишься, понимаешь? А знаком будет то, что после первой же встречи ты просто обнаружишь себя вот с незнакомой женщиной, да, в незнакомом месте, и вам весело. Вот как объяснить-то? Она, вот по-другому скажу, она возьмет тебя за шкирку и выдернет из твоей ямы вот этого депрессии, слез и так далее, даже если ты орешь, что тебе там уютно. Никаких ангельских сияний и стрел Купидона. Не, тут не про любовь. Ты просто поймешь, что у тебя есть, вот как сказать, рядом человек, который высосет из тебя всю хандру. Вот примерно так. Еще она твой диван сигаретой спалит. Ну, это так, я образно говорю. Что вас ждет вместе, какой урок эта связь принесет? Ну, знаешь, тут 2 вещи. Стабильность и скандалы. Вы с ней как 2 упрямых барана, которые тащат там чего-то в разные стороны. Как называется? Это. Заговорился, ужас какой. Лебедь, щука и рак. Какие бараны. Вот смотри, вот в разные стороны, помнишь, они тянули? Но у вас вы будете в разные стороны тянуть, но все равно двигаться вперед. Вот примерно так. А научит она тебя не раздавать деньги последние каждому встречному, поперечному. А ты ее научишь не копить на горб, пока можно жить. Вот по-другому никак не скажешь. Будете ругаться, будете вот... Все как женская дружба, только дружба это, как сказать, самое лучшее. Без вот этих масок. Ой, девочки, я вас люблю, давайте этот хоровод водить. Нет. А урок тут в вашей дружбе, он простой. Ты поймешь, что ты не обязана выбирать между вот этим все просрать и стать скрягой. То есть с ней ты построишь крепкую дружбу, вот надежную башню, я бы сказал, где можно вдвоем пересидеть бурю, которая, как говорится, на улице творится. Только не жди, что она будет нежной. Нет. Ее способ заботу показывать — это вот пинок под зад и вот крики типа «соберись, тряпка». Понимаешь? А тут уже трактовать ничего не нужно, я уже из пальца высасываю, потому что тут и так все понятно. И это твоя лучшая подруга. Или ты ее уже встретила, или встретишь. И это не розочки, цветочки и прочее, вот это ерунда. Итак, давайте перейдем к 3-му варианту. А у троечек мужик. Вот у троечек только мужик. Кто твоя родственная душа и как в твоей судьбе она выглядит? А это мужик. Это мужик твой. Вот смотри, я тебе расскажу. Закрой глаза сейчас. Вот реально закрой глаза. И вот представь, харизматичный, такой усато-бородатый красавчик.
много денег, вот прям много, миллиарды у него. Дом есть с видом на море, там коллекция дорогих часов, коллекция машин дорогих. Вот закрой глаза, представь. Представила? Так вот, это не он. А теперь посмотри на своего. Вот это он. То есть это мужчина твой, который уже вот выдохся от всей вот этой вот жизни, что даже встать с дивана не может. И он не просто устал, он прям в апатии по самой брови. Он тебя видит, как, знаешь, как пунктик в списке обязательных достижений. То есть сиси есть, попа есть, умная беседа есть, совместное путешествие, возможно, есть, но ему все равно. Он, знаешь, первые полгода он будет играть роль такого заботливого принца, а потом просто перестанет включать телефон. Ты для него как сказать, как новый iPhone. Это когда вот покупаешь, порадуешься неделю, да, а потом понимаешь, что через месяц еще один выйдет. И вот главная фишка этой вот родственной дури, я бы так сказал, да, ты будешь верить, что он твой человек. А он будет искать теплое место, чтобы, как говорится, выспаться после предыдущих драм. Не жди страсти, нет. Он, как сказать, максимум он заплатит за ужин в кафе, да, и молча до дома тебя довезет. Нет вот этой искорки, но это родственная душа. Как встретитесь, что станет знаком этой судьбоносной связи? Ну, тут понятно тоже. Смотри, вы встретитесь, когда ты перестанешь трястись над своими собственными страхами, как сивка над булкой, понимаешь? А он в твою жизнь, потому что мы помним, да, первые полгода он будет как принц, и он в твою жизнь на белом коне как ворвется, и прям вот... Но только после того, как ты решишься на терапию, или ты допрешь своими мозгами, что все твои вот эти «я толстая», «я глупая», «я никому не нужная», вот когда ты поймешь, что это полная хрень. И ты будешь вот, как сказать, прорабатывать свои страхи вот это по 8 мечей. И знаком будет, что ты его не застесняешься, ты не убежишь, когда он к тебе подвалит. И вот впервые за там 10 лет ты ответишь что-то остроумного вместо привычное «Ой, это не про меня». «Ой, не надо мне врать, что я красивая». Вот примерно вот так. То есть это будет тот момент, когда ты перестанешь себя в рамки загонять, что ты там недостойна. Но мы помним, да? Потом он будет лежать на диване. Что вместе ждет, какой урок эта связь принесет? Ну, знаешь, вас ждет квартира в спальном районе, ипотека на 20 лет и ритуал такой «я готовлю, а ты посуду моешь». Это, знаешь, этот мужчина, он, как сказать, он ходячий график. Суббота – поездка к его маме, воскресенье – футбол по телевизору, компот строго по пятницам и строго в одной и той же позе компот пью. Понимаешь, это вот Пентакли – это нудятина. По рыцарю Пентакли. Я просто не знаю, как по-другому сказать. Понимаешь? А главный урок будет – это понять тебе, что родственная душа не обязана быть твоей копией. Он тебя научит пунктуальность. Вот, пунктуальность – это вот прям самое вкусное слово, которое подходит. Он тебя там, платить налоги вовремя научит, за квартиру вовремя эти, как их называется, квартплату платить. А ты его научишь иногда отрываться. Вот, как сказать, вот эфемерно, если, то научишь его танцевать под дождем. Без вот этих вот «ой, я намокну» и так далее, понимаешь? Это не история про там страсть до гроба и так далее. Это, знаешь, про то, как перестать ждать принца и начать ценить просто мужика, который чинит кран у тебя без вызова всяких сантехников.
Скучно, да, нудятина, да, но зато надежно. Это твоя родственная душа. По рыцарю Пентакли по-другому никак не скажешь. Нудно, долго и вот это вот все. Это не король жезлов, да, не король огня. Но зато надежно. Поэтому подписывайся на канал, чтобы меня не потерять. И помни, что я всегда рядом.